Привет, меня зовут Эрика Кирпо, и это шоу «Балабол». Никто не виноват в том, где ты находишься и что у тебя не получается, ты сам. Эрика не знает, Эрика не знает. Но на дорожке она вот боец и своего не отдаст. Вы не лучшие подруги. Да, мы не лучшие подруги. У меня ломается Больше мозг. похож на балерину, чем на фехтовальщика. Они могут потом обсуждать, а кто как после этого сходил в туалет. Не хватает тебе терпения. Да. Я очень люблю Эстонию. Эрика, мы пытались сделать этот выпуск с тобой уже на протяжении года. У нас это все время не получается. Расскажи зрителям, из-за чего? Ну, во-первых, я живу в Италии уже 5-й год, и в Эстонию приезжаю нечасто. В те редкие моменты, когда я все-таки доезжаю до родных краев, очень много дел накапливается, и все очень насыщенно. И поэтому не получалось у нас встретиться, ну вот хотя бы вот сейчас, в конце года. Вырвались в конце 2020 года, на часок вы тебя Да. поймали. А чем ты вообще, вот ты приезжаешь в Эстонию, чем ты занимаешься здесь, кроме тренировок? Ну, мои цели, цель моей поездки в Эстонию обычно всегда связана со спортом. Это сборы или соревнования, или сборы и соревнования, как в этот раз. И поэтому я чуть-чуть дольше здесь нахожусь сейчас. Обычно всегда приходится делать еще что-то. Это какие-то там личные вопросы, документы, банки, врачи, Олимпийский комитет. Ну, какие-то такие бытовые моменты, которые из Италии мне не получается решать. То есть ты приезжаешь сюда, там, условно, на неделю, и начинается так, в понедельник к врачу, во вторник в банк, Да. там, на третий день в налоговую, да? Да. Хорошо, а есть у тебя еще какие-то, может быть, там, кроме вот спорта, какие-то, может, проекты ты ведешь, какие-то там, я не знаю, лагеря или что-нибудь такое? Да. Ну, во-первых, я работаю уже почти 2 года. Хотелось иметь какой-то тыл, что на всякий случай, чтобы не зависеть только от фехтования, поэтому мне прям такая удача, я считаю, со мной случилась. Я нашла работу, которую я могу делать удаленно. Я занимаюсь коммуникациями для одной швейцарской компании, которая занимается дигитальным маркетингом. Вот так вот, да? То есть ты, получаешь, по профессии ты кто? Маркетолог или ты не маркетолог? Нет, по профессии вообще я юрист. Ну, я вчера смотрела... Фехтовальщицы выживают как могут. Да. Я вчера один сериал смотрела, и там девушка сказала, каждый уважающий себя фотограф когда-то учился на юриста. Ну вот, а я вот уважающий себя маркетолог, или я не знаю кто, я специалист по коммуникациям, тоже когда-то училась на юриста. А еще из интересного, как вот я только начала с ними работать, меня отправили на чемпионат мира по фехтованию. Я в тот год не попала на чемпионат мира. И я делала вот то, чем ты занимаешься. Брала интервью, ходила, снимала. А, ты еще и коллега моя. Да. Вот. И мне это, кстати, ну вообще журналистика мне очень нравится. Я никогда не училась на журналистику, но мне всегда это было интересно. Вот. И у меня даже, да, такой опыт есть. Для чего вам нужна перчатка? Ну, вообще, все, что тебе дали, это для безопасности. Для безопасности мне надо больше давать. Ну, а вы, когда ты, как это называется? Когда ты... Фехтуешь, да? Да, фехтуешь. Это правильное слово? Фехтуешь? Да, фехтуешь. Очень сложное слово. Когда ты фехтуешь, ты тоже пользуешься Да, перчаткой? я тоже пользуюсь перчаткой. Во-первых, намного удобнее держать оружие, шпагу, потому что голыми руками ты ее долго не удержишь. А Как во-вторых, правильно вообще ее держать? Покажи. вот так вот. То есть ты до конца руку Да. как-то просовываешь? И здесь должно у тебя оставаться отверстие. Можно я попробую? Давай. Подожди, у меня, наверное, не такая... А, нет. Так вот, короче, берешь 2 пальцами, остальные прикладывать. Нет, ниже. Вот так. Вот так вот? Вперед. Да, О. отлично. Мастер, что, на все руки. В Эстонии у нас достаточно нестабильно в том плане, что ты не уверен в зарплате своей. Нам платят только за результат. Это, соответственно, ты должен быть как минимум в сборной, и с этой сборной ты должен еще показать результат. Вот. И эта Что зарплата... результатом вообще? Результат – это медаль на чемпионате Европы. Медаль чемпионата Европы. Или с 8-го выше на чемпионате мира. Топ-8 чемпионата мира? Да. Или еще Олимпиада какая-то? Олимпиада, да. Олимпиада тоже топ-8 или там? 4, я думаю. Я даже, если честно, не знаю, думаю, что 4.
четверка. Хорошо, хорошо. То есть, а там какие-то вот гран-при? Кубки мира, гран-при, чемпионаты Эстонии. Это никого не волнует? Вообще никого не волнует, да. Там... То есть ты можешь два года, скажем, условно, там, тренироваться, выступать, а если нет результата, ты это делаешь за свой счет, можно сказать? Ну, у нас очень много спортсменов в Эстонии так всю жизнь занимаются, если честно. В каком это вообще размере, чтобы понять примерно, вот там, скажем, медаль, ты завоюешь медаль на чемпионате Европы, сколько ты от этого получишь? 1000 евро в месяц. То есть зарплата. Это год будет следующий или как? 2 года. Хорошо, понятно. Ну, не очень. Ну, как бы и то тоже, да, как бы ты там пашешь, ты туда попадаешь, ты выигрываешь медали, ты такой вроде как герой, но с другой стороны не сказать, что ты там потом, знаешь, шикуешь. Многие живут за счет спонсоров. Фехтование мы не... Не аттрактивно для спонсора, да? Ну, это тоже отдельная тема для разговора. Я не знаю, насколько аттрактивно или нет, но мы не избалованы, по крайней мере, спонсорами. Вот тут тоже пришлось некоторых заклеить, которые... А вообще надо с гольфов начать. У тебя же есть гольфы? Ты их купил, Есть я гольфы! Да, я купил гольфы. Так, подожди, есть гольфы. Есть гольфы, спасибо. Таллина Мыку. Да, клубу Таллина Мык, что в переводе означает таллинский меч. Спасибо, говорят, когда бесплатно дали. Так? Хоть купить можно, и то нормально уже, слушай. Шучу. Слушай, хорошие хорошие гольфы. гольфы. Я бы просто так в них походил, наверное. Ну, Можно почти потом как футбольные. щитки одеть и в футбол Это играть. самая футбольная вещь здесь сегодня. Так, подожди. Теперь штаны. Почему они вот такие? Посмотрим. Знаете, давайте ответим на вопрос, почему карман с этой стороны, и можно как раз-таки разыграть приз. Ну так все, кто фехтованием занимается, наверное, знают или не знают? Ну, они знают. Ну, попробуй угадать. Карман нужен для чего-то, туда что-то кладешь, правильно? Да. Ну, А кроме зажигалки и сигарет, что еще можно положить? Ну, я не знаю, какие у вас там приемы в вашем виде спорта. Вот, например, вот ты правша или левша? Я правша. Тогда это не для тебя штаны. Расскажи. Почему у меня с левой стороны Ну, карман? чтобы микрофон был. Да, это если ты балабол. Ну ладно, не томи. Вооруженная рука, у тебя здесь перчатка, Да. шпага, ты Да. фехтуешь, а тебе нужно положить шнурик свой. Видишь? Что это за шнурик? Вот шнурик мне не дали, кстати. Шнурик можешь у меня купить. За десятку? Да. Я смотрю, у вас все десятка стоит в вашем виде спорта. Нет, тебе дам так. Ну, Шнурик. Да. Смотри, ну, куда он совается? Вот здесь, в эту штуку или нет? Да, вот здесь в эту. А я сначала начну. Шпага, да? Есть 3 вида оружия. Сабля, рапира и шпага. Я фехтую на шпаге. Это считается самый объективный вид оружия. Почему? Потому что как только ты уколол, во-первых, можно колоть от носков до головы везде. И в лицо. Ну, когда маска, В конечно. маску, да. А если в маску пойдешь, тоже засчитают? Да, считается. В других видах оружия у них ограничено. Там у некоторых только корпус, у некоторых вот так вот, короче, с руками вместе у сабли. И как только ты уколол, вот нажимается, значит, кнопочка вот эта, соответственно, загорается фонарик. Как он загорается? Здесь проходит кабель, выходит вот в эту вот розетку, сюда вставляется штепсель, Так. и вот этот край вставляется в дорожку. И если дорожка работает, А она у нас работает? то загорается огонек. Уколи меня. Опа. Вот она. А дорожка не должна гореть. Потому что дорожка изолированная. И гарда не должна гореть. То есть вот если я тебе в гарду уколю во время боя, она не должна гореть. Вот. А если я в тебя везде куда угодно, то 1-0. Уже 1-0. Мы не успели начать бой, уже 1-0. Я подписан на твой инстаграм, очень интересно всегда, часто очень познавательно что-то узнаешь, ты общаешься активно со своими подписчиками и так далее. Это какой-то, ну вот ты целенаправленно над этим работаешь, или это как-то спонтанно у тебя? Вообще это спонтанно. Но я не зря сказала, что это моя боль, потому что я все время... Мне проще для кого-то это делать, чем для себя. Потому что я иногда затрудняюсь сказать, кто я и какую роль я занимаю. То есть вот кто я. Потому что я русскоязычная, из Эстонии,
живу в Италии. Понимаешь? То есть, моя аудитория, то есть я как бы... Кто я, да? Кто я? Вот у меня вот так вот иногда я прям депрессирую по этому поводу, серьезно. То есть если кому-то очень там... кстати, может быть, я не знаю, может, ты заметила или нет, когда я приезжаю в Эстонию, мне намного проще с Инстаграм. Я намного более активная. Я вообще, то есть я не напрягаюсь, как-то это у меня очень так естественно получается. Когда я в Италии, у меня такое... А стоит ли это показывать? А может быть, а может не надо? А люди же у нас такие некоторые, бывают не очень добрые. Не знаю, вот я когда уехала, например, была такой фон немножко ощущался, что типа, ты же за лучшей жизнью поехала, давай покажи, что ты там. А у меня были очень тяжелые годы, на самом деле, у меня не было результата, у меня там в семье были проблемы, и как бы и показать было нечего, и вот такое вот все... Вот это вот кто я, оно было актуально в тот момент, потому что мне на эстонском, например, я знаю хорошо эстонский, я закончила университет на эстонском, я очень люблю Эстонию, и вообще там эстонский флаг и все остальное, то есть у меня нету такого, что нет, я вот там дистанцируюсь от Эстонии, нет, наоборот. Но мне проще, например, говорить на русском языке. Вот на эстонском я себя не чувствую так вот легко, так вот экспромтом там что-нибудь. Сейчас, да? Да, что-нибудь такое раз там сказать. Соответственно, на эстонском я вещать не могу в Инстаграме. На русском, наверное, не всем это понравится в Эстонии. Вот так, откровенно говоря. Возможно, да, как представляет тут Эстонию и говорит только на русском, да? Да, поэтому я выбрала там английский, например, язык. Английский, окей, он у меня на хорошем уровне, на нормальном уровне, но это все равно тоже не так, что ты прям вот там какие-то свои шутки, не знаю, там вот, что-то такое прям вот искреннее можешь там поведать кому-то. Так, вот штаны. Мы поняли, для чего этот шнур. Вот. То есть для чего этот шнур мы тоже поняли. Для чего этот карман мы поняли. А почему они такие короткие, кстати? Они должны закрывать вот колено. И потом гольфы, да, понятно. А почему так? Почему нельзя, чтобы были просто штаны? Эрика не знает. Может быть, для того, чтобы делать выпад, прикинь, как ты вот в джинсах, ты не можешь делать выпад? Она знает. Так, а потом на штаны одевается набочник. Набочник? Это вот это вот. Набочник. Представляешь, кто-то будет субтитры делать на английском языке? То есть термин, наверное. Да, на английском, подожди, забыла. Пластронг. Пластра? Пластронг. Ладно. Набочник, короче... Вот если правша, он одевается вот так вот на правую руку. И он набочник, потому что он на один бок. Кстати, вот сейчас я думаю и смотрю, и думаю, нелогично, потому что колоть-то можно везде. У девушек еще есть такая штучка. Это... Понятно. Это для того? Да, это защита, бандаж. А у... Да, но тебе не дали. Я очень обижен на Наталья Намык. Ладно. Да. Вот здесь тебе еще нужно будет застегнуть. И все, можно просовывать ногу. Ага, там вот так вот, что ли, девается? Да. Нифига. Боди. Круто. А ты уже чувствуешь, что в тебе есть что-то итальянское? Что-то от них переняла уже? Или? Да, однозначно, да. Что? Вообще с языком, ты хочешь не хочешь, ты принимаешь культуру, да? Я когда переехала, я уже говорила, но я даже, скажем, больше понимала, чем говорила. То есть у меня были такие моменты, когда мы там сидим за столом, там вот это в итальянском стиле застолье, родственники, не родственники, друзья, не друзья, там не запомнить, кто кузен, кто не кузен, в общем. И они что-то говорят, и в какой-то момент у тебя просто выключается мозг, потому что ты не можешь, если ты там какое-то слово не понял, то ты все. И ты такой просто сидишь, и у тебя там спрашивают, а ты что думаешь? И я такая, да. Си. То есть было такое. А потом вот постепенно, когда я там, уже сколько-то времени побыла, я уже стала спокойно говорить. То есть сейчас, если там телевизор работает, я понимаю, даже не смотря, или там 10 сезонов «Ходячих мертвецов» смотрела на итальянском. Неплохо, слушай. А что у итальянцев лучше, чем у нас? Одна вещь хотя бы. В общении мне проще там. То есть они
у них есть какая-то социальность такая, ты никогда не чувствуешь себя один. Может быть, какие-то вещи, они происходят из-за вежливости, я ее даже так над ними смеюсь и говорю, это джентилеца итальяна, это итальянская вежливость, что, может быть, иногда даже неискренне человек какие-то вещи тебе говорит. Но ты никогда там, допустим, ну, элементарно там сбор, ты никогда не останешься один, не будешь кушать один за столом. Тебя все равно кто-то позовет, тебя все равно вот, ну, как-то все вот это вот, и они очень семейные, они чтят родственников, то есть они вот, даже то, что они все там на Рождество, на Пасху, они все, где бы они ни были во всем мире, они всегда приезжают к себе там вот в этот маленький городок там на Сицилии, и они все вместе собираются. Ну, то есть это то, чему нам, ну, может быть, там не всем, но в моей семье такого не было, вот, и я этому от них вот учусь. Очень чувство юмора у них тоже хорошее, своеобразное. Я к нему долго привыкала, потому что оно такое для нас на грани. А ты можешь привести пример какой-нибудь? Ты сейчас просто, ну, мастера черного юмора сейчас заинтересовались. У меня прям язык не поворачивается, если честно, но они там, как они любят обсуждать еду, и очень часто говорят, что итальянцы даже за столом говорят о еде. Они могут потом обсуждать, а кто как после этого сходил в туалет. А как у тебя с итальянским языком, кстати? Хорошо. Я спокойно говорю, да. Ты смогла бы по-эстонски, ты точно смогла бы, а по-итальянски ты бы смогла сказать «Балабол – лучшее шоу на свете»? Не знаю. Ну, я бы сказала... Давай попробуй, пусть что-нибудь корявенькое получится. Ну, балабол останется балабол. Да, балабол. Балабол – это шоу мильоре del mondo. Так, ну что, Эрика, ты Давай. советуешь начать с гольфа, да? Ну, это самое простое, я думаю, сейчас быстренько. По-футбольному. Самое простое уже провалил. Почему? Никто не одевает гольфа на носки. Да нормально. Я же не хочу, чтобы они... Я, может быть, еще раз хочу их одеть потом. Или продать еще раз. За 5. Так, вот так вот, да? Да. Ну, блин, ну красавица. Так, следующее. Штаны. Штаны. Они мне такие, знаешь, кажется, немножко олдскульные, такие, знаешь, как будто в 19 веке в Англии где-то. А знаешь, как штаны как их будут одевать? по-итальянски? Pants. Ой, да, по-итальянски, нет. Ну да, ну как? Панталоне. Панталоны. Ну вот, видишь, они похожи. Ну, да, сейчас по панталоням чуть-чуть. Так. Ну, отлично. Ну, Да, теперь надо а застегнуть. что теперь? Куда? Блин, почему тут... Сначала молнию, а потом подтяжки. Ну... Я просто, понимаешь, общественный туалет особо не пользуюсь, поэтому я не знаю этих всех тем. Так, подожди. Ну вот. Так, а эти через эту, да? Да. Маловато тебе? Да не, нормально. Чуть-чуть маловато. Кстати, их же можно как-то этот... Да, но только они у тебя там прям вообще привязаны в 2 узла. Да ладно. А Это одну не так можешь оставить, если принципиально. что. Ну, какая тебе удобнее? Да вот так Нормально? нормально. Ты можешь потянуть? Не можешь. Да нет, вот жир, на жир сложно. Так, следующий. Набочник. Набочник. Это вообще мое любимое слово. Да, Нет, но это не он. Ну, видишь, Блин. сразу элегантный стал. Красавица. Ну, фехтование делает людей. Так, Из нам... людей. Из людей делают людей. Фехтование делает из людей людей. Так, а как? Подожди. Так. Ну, Тут у тебя- мастер Эрика. Да, тебе дали, ну, как это сказать, Чуть поменьше, чем надо. порванный, нет. Ничего А, там ну не вот так вот. застегнется. И тут тоже, по-моему, не застегнется. Это очень страшно. Выдыхай. Да нормально. Да, нормально. Нормально, да? Тут просто приложишь потом. Шнур очень обязательно. Но если ты хочешь наносить уколы, то да. Да, я хочу. Его просто держишь в руке, Кого? шнур, да, и вот так просовываешь в куртку. Ну, надо взять куртку. Сначала просунуть ногу. Мне кажется, это очень легко, и просто я дугодум немножко. Так, как-то, вот ты имеешь в виду в руку, что ли, или что? Да, но только сначала советую просунуть ногу. А почему так сложно? Правую. Подожди, а как тогда? Да, вот эту правую ногу. Вот сюда? Да, и теперь туда руку со шнуром. Это реально перед каждой тренировкой делаете? Да. Это смешно. Ну, просунула, что дальше? Другую руку.
Я тебя удивлю, ну да, на другую руку. Не, а ногу теперь больше не надо? Все, Все? а все же. Все. И теперь замкнуть. Я почти готов, да? Осталось Да. только стать фехтовальщиком и все. Ну и В принципе- кроссовки неплохо было. Не, ну кроссовки есть. Ладно, давай А у вас, одеваться. кстати, у вас специальные кроссовки? Вот эти специальные, да. Да, а чем они специальные? Да ничем, наверное. Но на самом деле они можно и обычные купить, но нужно, чтобы они были устойчивые. Поэтому мы обычно выбираем для тенниса или для волейбола, которые не Ну, скользят, и нельзя, чтобы которые, которые, да, беговые, они не очень хорошо подходят, потому что они нестабильные. У нас очень много челночных движений, когда ты двигаешься вперед, назад, и беговые, они неустойчивые. Как ты вообще в этот вид спорта попала? Это просто из-за семьи, из-за отца, из-за матери или что-то было еще? Это уже было предопределено, да, потому что мои родители оба были тренерами. И я вот уже с младенчества, меня сначала приносили, потом я там приходила и, в общем, росла в зале. Как-то, я не знаю, я вообще не осознавала, что может быть по-другому. Все, я вот эту шпагу видела, мне ее когда дали в руки, все, для меня это было вот это мое, и все, я буду с ней до конца, не отдам. Есть еще маска. Расскажи, пожалуйста, вообще об этом всем. Что, как ее вообще одевать? Мне сказали, что она немножко поменьше, чем моя голова, но вроде влезет. Как вообще, ну... Просто вот ныряй туда. Последний раз, когда мне так сказали, случилось что-то очень плохое. Ну? Ну, нырнул, нет. Это подбородок еще просунут. Нет, нет. О! О, молодец. Да, и теперь Ну, все. жесть. Ну что, нормально. Меня слышно, кстати? Офигеть, ребята. А тебе страшно будет так смотреть? Нет, это я тебе хочу. Так вот. Страшно. Реально страшно. Это надо сюда всовывать, Да, по идее, тебе да? нужно перевернуть. Почему? Ну, видишь, тут две поближе, а одна подальше. Вижу. Молодец. Я думал, там просто какая-то другая... Так, это мне еще объясняла. О, Так, о, отлично. Молодец. красава. Я хочу одну вещь только сказать. Можно стрелять даже в наши костюмы. Бронежилет, Они типа? пулеустойчивые. Ну, я думаю, что будет очень плохо тебе, но не про это. Не пробьет, да? Не пробьет, да. Офигеть. И мой тоже или только ваш? Но я думаю, что твой тоже. Ну, Да, 800 ньютон. Видишь, у нее тут 800 ньютон, это вот на международных соревнованиях можешь участвовать. После смерти отца, отец твой был очень долго и тренером, и наставником, ясное дело. Как твоя жизнь поменялась? Поменялась ли вообще? Или поменялась ты? Я, наверное, да, поменялась. Жизнь. Ну вот мы с мамой обсуждали этот момент. Мама говорит, ну у тебя особенно ничего не изменилось, потому что я уже на тот момент жила в Италии, я уже с отцом не тренировалась, и как бы, ну, птичка улетела из гнезда, и как бы не сказать, что именно вот физически что-то изменилось. Ну, изменилось, конечно. Я сама, меня поменяла, закалила его болезнь. То вот этот сам процесс и осознание, где-то год, наверное, мы жили, зная, что он болеет, что вот к чему это все идет, и вот это вот, я до сих пор помню, ты каждый день ты просыпаешься с этой мыслью, у тебя нету ни дня, ни минуты, когда ты об этом не думаешь, что у тебя все как-то ты, наверное, ты перепрограммируешься, начинаешь ценить какие-то вещи, там другие, ты ну, как-то становишься таким, ну, другим все-таки, потому что замечаешь больше, там, стараешься прислушиваться, уважаешь больше, ну, любишь больше, не знаю, можно ли так сказать или нет, но осознаешь свою любовь, как-то ценишь все по-другому. Что это было за болезнь? У него был рак легких, и он не лежал в больнице, ну, то есть его там, а мы с мамой вдвоем, мы не, ну, там, очень многие моменты мы не знали, что вообще делать, ему там воздуха не хватало, только потом мама прочитала, что, можно, оказывается, аппарат домой поставить с кислородом. Ну, как бы, мы никто не медики у нас, мы вообще даже додуматься до такого не могли. Привезли ему аппарат. Ну, в общем, мы все старались как бы делать, облегчать сами ему вот эти вот его страдания, но больница, к сожалению, и вот в последний день у него там
давление, не давление, пульс, не пульс, все это уже все. И приехала скорая, и, ну, забрали его. Окей, забрали. А вечером мы его привезли обратно. Привезли так, что мы его вообще чуть ли не сами должны были домой везти, потому что они знали, что вот, скорее всего, уже скоро, и вот это все дома случилось. Ну, закалило, но мне вот очень было тяжело это пережить, потому что, ну, не должны как-то, мне кажется, вот люди одни оставаться в такой ситуации. Ну, в больнице бы это проще прошло, мне кажется. С чего начинается? Короче, стойка вот так. Это если ты в том направлении. Как-то так, что ли? Да. Ну, только вот, ну, если твой противник, да, во, молодец. Расстояние между ногами примерно одна твоя ступня. Ну, так и... Да. Блин, я уже сломал ногу. Да, чуть-чуть нужно развести коленки, это значит, типа, присесть. И ты вот так вот проходишь, прям вот так вот, да? Да, так вот ходишь. Ага. Так. И потом делаешь выпад, вот так. Хорошо. Если ты делаешь выпад, то соперник должен отходить, явно. И Ну это да. все... А почему вы так не можете идти? Или так неудобно? Не знаю, ну вот у нас такое Ну, то есть, передвижение. скорее всего, если ты так, то ты слишком наклонен, наверное, будешь, правильно? Так ты как-то боком. Ну, у нас есть такие некоторые, один швейцарец, например, у него передвижение такое прям хаотичное, он непонятно, стоит он в стойке или вот так вот, или как-то прыгает, ну, да, не знаю. А против левшей сложнее фехтовать? А или кому нет? как? Ну, тебе лично. Не, Без разницы. без разницы. Хорошо, ладно. У нас есть стойка, у нас есть этот. Так, тебе нужно теперь чуть-чуть слегка на меня руку, Ага. чуть-чуть опустить гарду и спрятать локоть, чтобы я его не видела. Почему? Это разные секторы. Вот это 4-й сектор, это 6-й. И классическая стойка — это когда у тебя закрыт 6-й сектор. Мгм. То есть тебе нужно чуть-чуть вывести гарду в сторону, а локоть спрятать сюда внутрь. Почему? Вот так. Ну просто чуть-чуть. Да, о, отлично. Вот это вот стойка вот так. Да. И теперь просто с места кали, просто выпрямляй руку. Выпрямляй. Во, отлично. А с чего, ну, скажем, вот ты видишь, что соперник идет в атаку на тебя, как ты-то отходишь? Как, вот я такой дерзкий, там, супер-дупер, у меня тут все правильно, локоть Да. все правильно, я типа как бы начинаю. И А как я ты беру защиту. вот так вот ты прям мечом отбиваешь, да? Да, могу взять защиту, могу идти назад и уколоть, например, вот ты делаешь, да, вот колешь, типа меня, а я ухожу назад и вот так вот тебе навстречу. Ну, я это так. часто встречаю, как бы, когда я смотрю, что вот такая вот контратака, типа, один соперник атакует, а ну, как Да, бы, сверху. соперник в ответку его Да, колет. да. Это вот наша, кстати, в Эстонии мы так часто колем. На контратаках. Молодец. Олимпиада 2016 года. Скажи, очень обидно было без медали остаться? Да, я эту обиду за собой пару лет потом волочила. Что это значит? Волочила? Это был такой опыт, который сейчас я вспоминаю с улыбкой, и я понимаю, что да, это была Олимпиада, это было круто, блин, я участвовала в Олимпиаде, некоторые там вообще там никогда не участвовали. А тогда я ехала туда почему-то, с какими-то такими ожиданиями безумными, я была в ужасной форме. Я какая-то была на весь мир обиженная уже до Олимпиады. Мне казалось, что почему там, я не знаю что. И, ну, как-то все на негативе была сконцентрирована. Хотя мне казалось, что я сконцентрирована типа вот на результате. Но это вообще все было... А почему? Что значит на негативе сконцентрировано? Ты замечаешь то, что не получается. Вот у меня не получается на тренировке, и все плохо. Значит, тренер плохой, и вот условия плохие, и нас поселили, все плохо. И я уже тогда встречалась со своим молодым человеком, который итальянец, который выступает за итальянскую сборную. И мы с ним пошли, он меня позвал посмотреть этот Каза Италия, где они вот итальянский дом, да. Я пришла, обалдела. У них там МРТ не МРТ, еда не еда, там сыр вот так вот ломится, вино не вино. То есть, Сборная Италии на Олимпиаду приехала. Да. Там, ну, все, что ты хочешь, ну, как-то все условия. И мы такие. И мне нужно было там давление померить, и мне врач говорит, слушай, давай там в обед освободиться, пора. И я там, ну, вместо того, чтобы там, как сейчас я уже знаю, как на это реагировать, да, и там, ну, гибче надо быть. А я такая, нет, все плохо, как бы, так я там, так. Ну, то есть как-то вот все, вот я вот в пессимизме такой вот все, и я в личных выступила, я прям,
я выиграла один бой, и второй проиграла. И первый бой я выиграла, я прям чувствовала, что вот это был просто максимум, который я из себя вот просто собрала, все, что было. И в команде, недовольна, короче, абсолютно, как я фехтовала, но сейчас я понимаю, что это было. Это просто вот такое психологическое, не справилась психологически с этим стартом, потому что Олимпиада во многом это очень, очень такое ментальное соревнование. Слушай, в командном турнире вы заняли 4 место. Я помню, я был очень расстроен, потому что у меня почему-то тоже были ожидания, что вот ваша команда обязательно возьмет медаль, вы не взяли. Как вообще состояние было у вас внутри коллектива там за день, не то что за день, а один день после турнира, там 2 дня, неделя, как Да, фигово. Говорят же, что 4 место на Олимпиаде – это твой лучший день и твой худший день в жизни. Часто. Потому что, с одной стороны, ты в 4 на Олимпиаде, с другой стороны, ты первый, кто без медали. Вот. И, конечно, тяжело. И почему-то мне было тяжело смотреть на всех тех, кто с медалями. Вот я такая думаю, почему-то я так идеализировала для себя Олимпиаду, этот старт, и мне казалось, что это вот просто там, и только это, и больше ничего в жизни нету. И когда я приехала, и там стали чествовать всех там этих россиян, которым мы проиграли, там, и всех остальных, и машина не машина, а мы приехали, и вот нифига. И ты такой... Это было самое сложное смотреть почему-то тех, кто выиграл. Вот почему-то я не знаю, сейчас я бы, наверное, по-другому к этому относилась. Тогда у меня прям, как будто у меня это забрали. Я не знаю, почему я так относилась. Это абсолютно неправильно, так не должно быть. Это, делай, что должен, и будь, что будет. Давай с шагом. Как что значит шагом? Выпрямляешь руку, вот так вот колешь. Это выпад. Кто тебя научил выпаду? Почему, я не знаю. Так ты же только что показывал. А как шагом? Подожди. Шаг – это когда ты ногу приставляешь заднюю. Ага. Это у тебя прям уже 2 шага было. Да. А выпад? Я просто смотрю. Молодец, хорошо. Защиту. Давай. Я делаю на тебя шаг вперед, ты уходишь назад и вот так вот делаешь, вот так. Хорошо. То есть вот этим. Да. Ну давай. Молодец. Ответ? И в ответ молодец. Я еще не такой, чтобы еще в ответ там борзить. Ну что еще? А еще флеш есть. Что значит флеш? Флеш это выпад левой ногой. Ну покажи. Вот так. И потом еще можно доколоть. Дай-ка я попробую. Только не убей меня. Молодец. А можно сказать, что вот из-за Олимпиады у тебя потом пошел спад, из-за того, что вот случилось на Олимпиаде? Потому что у тебя там были, я бы сказал, даже провальные годы, по крайней мере, по результатам. Да. Отчасти, я не то, что сказала из Олимпиады, это вот какая-то моя такая динамика внутренняя была. Она просто там, Олимпиада, вот она послужила причиной, но я была нестабильная психологически, я какая-то вся вот такая вот расшатанная была, и тоже, не знаю, непонятно все было. Потом вот после Олимпиады сразу я переехала в Италию и тоже чувствовала ожидания вот из Эстонии, что ты же вот там, то, что я сказала, за лучшей жизнью поехала там и типа там тренируешься в клубе там с хорошим спаррингом, не знаю, с хорошим тренером, давай там типа результат. А мне так тяжело было, во-первых, сам переезд очень мне тяжело дался, а во-вторых, это итальянская школа. Первый год я тренировалась с тренером, от которого я потом ушла, потому что я вообще его не понимала. То есть мне вообще не нравилось то, что он мне дает. Но я себя я такая, нет, он же там 2 раза, он был тренером, когда их команда выиграла 2 раза Олимпиаду. Я думаю, он же сильный тренер, это же я, наверное, должна. Не должна, не подходит. Не подходила, да, вообще. И тяжело было. Потом у меня отец болел, умер. Тоже вот такое вот все. И там такие результаты некоторые были. Я помню один бой на Кубе, я проиграла 15-2. Для зрителей, в принципе, я тоже могу 15-2 тебя проиграть. Я когда приехала, мне все такие, ладно, ты не расстраивайся. Я говорю, вы не понимаете, 15-2, у меня собака бы больше уколов нанесла. Понимаешь? То есть это вот что-то такое происходило, и все. И вот я в каком-то таком состоянии вообще не выйти была оттуда. И потом в какой-то момент
И опять же вот это вот все, обида на мир. Почему-то мне казалось, что я обижена на мир, и вот все против меня, и вот это не я, которая не может, а это вот мир со мной так. А потом просто в какой-то момент я остановилась, взяла себя в руки и сказала: нет, это я. А в какой момент это был? Есть переломный пункт? Да, это был апрель 2019 года. Конкретно прям вот я такая: а теперь все. А уже все. Прям в один день, ты сказала? Да, у меня травмы были, меня постоянно, и, вот у меня такое, я работящая все-таки по своей сути, то есть у меня нету такого, что я там не пойду на тренировку, нет, я пойду, еще пойду, вот, и у меня все болело, а я ходила, и вот я не понимала, где эта грань, что уже не надо, и все, а потом в какой-то день я пришла и сказала: все, я не иду. Я иду, вот там, я себе написала, там, 3 раза в неделю я буду ходить, и все. И я вот перезагрузилась, там, я работаю и работаю там с психологом. И как-то вот нужно было просто прийти в себя, остановиться и понять, что ты, кто ты, куда ты идешь, зачем, и взять ответственность на себя. Это вообще, в принципе, в жизни одно из самых главных, один из самых таких вот моментов, который я стараюсь его никогда не забывать. Никто не виноват в том, где ты находишься и что у тебя не получается, ты сам. Для шоу «Балабол» 3 раза Эрика Кирпа показывает, как она уничтожает своих соперников. Ну, конечно, на мне. Тут есть волонтер, который хотел меня спасти, но походу... Сейчас, подожди, я возьму правильный этот. Давай. Я вообще ничего не понял. Батмен укол. Что это было вообще? Ладно, хорошо, давай. Сейчас получится или нет? Надеюсь, с первого раза получится. Давай. Не получилось! Я просто боюсь, поэтому я убегаю. Ну давай, еще раз. Еще раз тоже, давай. Класс. Почему-то у меня правая нога осталась, и все. Так, и теперь третий. Флеш? Давай. Готов? Я готов. Как ты фехтуешь вообще? Ты более агрессивно идешь в атаку или на контратаках? Я люблю, да, атаковать. Любишь, да? То есть ты как бы доминируешь бой, можно сказать? Да, это иногда играет со мной плохую шутку, потому что я очень, как говорит мой тренер, очень настаиваю. То есть, может быть, надо побольше времени потратить на розыгрыш, а я такая: нет, сейчас в атаку. Не хватает тебе терпения. Очень многие девушки прям во время, как вот они выигрывают это очко, да, балл, прям все из них выходит. One hit, she's not going to get it though. Yeah. It is bronze for Erica Kirpu. Mara Navaria into the gold. Насколько мне кажется, ты не такая, как бы. Наверное, в сравнении там с самыми кричащими девушками я, наверное, буду поскромнее. Но тоже люблю и покричать, и поэмоционировать. Я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, в сборной Эстонии вот Юлия Беляева. Все ее, да, она славится. Это Мария Шарапова сборной Эстонии по фехтованию. Да, она славится. А как ты вообще относишься к тому, что вот к этому крику? Я вообще хорошо отношусь. И, наверное, я соглашусь, что в последнее время я стала посдержаннее в своих эмоциях. Во-первых, я очень работаю над собой много, потому что эти эмоции, они такие были, иногда зашкаливали, как в хорошем смысле, так и в плохом. То есть мне нужно себя всегда очень сдерживать. Вот. И, может быть, это в итоге превратилось в то, что я где-то стала и в хороших эмоциях сдержаннее. Вот. Вообще я за поэмоционировать. Есть соперники, которых ты знаешь уже просто как облупленных. И, ты все равно готовишься, потому что у меня, по крайней мере, есть какая-то определенная схема, такая вот какая-то техническая, тактическая, как я. Я знаю, какие приемы я могу делать, какие приемы я не могу делать и не должна делать. И какая-то тактическая, тактическая. Все-таки ты как-то подстраиваешься к соперницам, да? Для меня это очень важно. Я должна иметь план на бой. Очень часто на турнирах, на соревнованиях, вот в одиночном разряде вы, как сказать, из Эстонии девочки, вы иногда между собой встречаете. Как это какие-то особенные бои или это бой как бой? Вот когда это бой как бой, тогда обычно все хорошо складывается.
когда ты придаешь этому большее значение, тогда и начинаются проблемы. На самом деле все соперники одинаковые. Ну, в плане, ты должен настраиваться на него как на соперника. Просто на, там, ну как, по схеме, да, там какие-то технические моменты, тактические моменты, и все, и пошли. Ну, то есть нет, не должно быть такого, что ты такой, боже, она в моей команде, все. Мария Шарапова в своей книге, в автобиографии сказала, что она специально дистанцируется ото всех и не заводит себе подруг, потому что ей тогда на корте проще, как бы. Угу. Как отношения у вас в сборной? Ну, скажем так, мы не подруги, так, чтобы прям вот там, что делаешь, пошли там, ну, то есть такого нету. Потому что ты с Юлией Беляевой там не обмениваешься, не знаю, идеями, рецептами, фотками в Инстаграме. Мы не находимся постоянно в общении, но если что-то есть, я могу спокойно отправить там, или она мне там ответит на какую-нибудь сторис. Но у нас, видишь, у нас специфический вид спорта в том плане, что мы действительно, мы сегодня конкуренты между собой, и мы боремся за место в сборной, а завтра, может быть, мы должны в этой сборной фехтовать. То есть ты как бы, это такая грань, которую ты должен, ну, я считаю, что мы научились, ну, как бы вот ее уважать. Сборная Эстонии по фехтованию, это какая-то, в какой-то момент было, одни скандалы какие-то были в этом, то там тебя не взяли, то там кого-то еще не взяли, то это вроде лучше. От чего такие скандалы были? Что там случилось у вас? Да, ну... По-моему, если я не ошибаюсь, в 2000 каком году тебя не взяли, и ты была очень недовольна, и даже написала... В 18 году меня не взяли, вкратце, ну, чтобы просто объяснить эту ситуацию, меня выкинули. Не то, что меня не взяли, меня выкинули из сборной. То есть я по очкам попадала туда. Я съездила на чемпионат Европы, мы заняли 3-е место в команде, у меня были билеты на чемпионат мира. Мне через 2 дня уезжать, мне звонят и говорят, а ты не едешь? За 2 дня до чемпионата? Ну, за неделю, да, отъезда или за сколько. Ну, там буквально сколько-то дней, потому что у нас чемпионат Европы в июне, а чемпионат мира в июле. То есть там, ну... Несколько дней было, так скажем. Да, там прям какая-то вот... И я такая, что, как, почему? И это была грязная история, за которую передо мной потом извинились в федерации. То есть это, ну, это был скандал, потому что это была из ряда вон выходящая история, которой раньше беспрецедентная, такого не было. И поэтому, да, я еще на тот момент вот со своим вот этим темпераментом и так далее, я прям сразу, мне стали, после этого звонка, мне стали сразу звонить журналисты, я всем отвечала, да, со мной так поступили, да, то-то сделали, да, так-то. Ну, если короче, сейчас вбить имя Эрика Кирпу на эстонском, то там будет вот только этот скандал, в принципе. И на комментарии я всем отвечала в газетах, и в Инстаграме я писала, нафига я это делала, не знаю, но я просто, ну, с другой стороны, как бы такая естественная какая-то... А вместо тебя взяли, по-моему, Катерину Лейс. Знаешь, я не знаю, кого взяли вместо меня, потому что я была, ну, 2 ниже меня было, которые поехали. Была Лехис и Эмбрих. Ну, как бы, я называю фамилию просто по факту, да, там, у меня нету личной претензий никому из них, и потом вот нас там тренеры пытались немножко с лбами как-то столкнуть, да. У меня нету личных претензий к ним, потому что, ну, они же не имеют такой власти, чтобы взять и себя засунуть на мое место, правильно? То есть это кто-то другой сделал. В самом коллективе у вас, в самой команде, этот скандал, так скажем, ни на что не повлиял? Ну, сейчас он не ощущается. То есть какое-то время... тогда было что-то Ну, такое? какое-то, да, потому что непонятно, потому что я вроде скандалю, и, может быть, кому-то казалось, что я скандалю против кого-то, ну, лично, вот в команде, но это не было так. И сейчас мы абсолютно, ну, слава богу, сейчас мы вообще в хороших отношениях и все такое. И еще одна претензия была, которую я слышал, ну, поменьше было, что в какой-то момент в команде были всегда Кирпу, Эмбрих и Беляева. И говорили прям вот, что там какая-то русская мафия и эстонских девочек прям не подпускают. Да. Что ты ответишь на этот вопрос? Ну, на самом деле все просто. У нас же все по рейтингу. Вот кроме вот этого чемпионата мира злосчастного, у нас все по рейтингу. Если эти люди по рейтингу попадают, значит, они попадают. Если кто-то не попадает, значит, он не попадает. Ну, то есть, на самом деле, у нас такой вот прям коррупции, я вот, ну, прям не помню. Ну, вот выпрямляй и так вот, раз, шагом. Так, молодец. Да, ну она должна сгибаться тоже, когда ты... Я боюсь сломать. Ну, молодец, правильно делаешь. А сколько они стоят, кстати? Ну, вот этот клинок, сколько он? 100 с чем-то евро.
Ну, я не хочу, чтобы выпуск волейбола таким дорогим стал. Да не, даже не в этом дело, просто у меня сейчас всего 3, а у меня соревнования в субботу. Ну, понятно. А часто ломаются, кстати? Да? Как часто? На прошлой неделе я сломала 2. Ну, такие недели редко бывают. Ты мне обещала показать какие-то упражнения, которые фехтовальщики и фехтовальщицы делают. Меня ты обещала загонять, утомить и так далее. Давай, начинай рассказывать, что мы с ним будем делать. Давай встань на большую дорожку. Тут есть маленькая дорожка или какая она разница? узкая. Окей. Это для меня широкая сразу, да? К бою. Это команда, когда нужно встать в боевую стойку. Это боевую как? стойку ты умеешь стоять. Ну, нет, ты уже умеешь. Ну, вот так вот. Да, коленку надо развернуть на меня, расправить коленки и начинать. Ну, давай пол дорожки шагами вперед. То есть это Да, как? давай Вот так вот? Да. Ты это имеешь в виду? Да, только не это. Сейчас покажу как. Слишком топорно Да, получилось. это блини, и потом шагами назад. Оно должно быть плавно. О, да, хорошо. Окей. То есть ты отсюда до половины дорожки и так. И давай сначала я сделаю, чтобы правильно было, а потом интенсивность добавим, да? Ну, естественно. Давай. Хочешь секрет скажу? Ну. У меня уже нога болит. Вот это вот бедро вот здесь. Ну, оно, потому что это не, ты Я просто так не хожу обычно. почувствуешь мышцы, которые ты не знаешь, что они у тебя есть. Завтра с утра тяжело будет? Как думаешь? Ну, смотря что мы сейчас Наверное, будем да. Вчера разбудили. Утром рано пришел антидопинг. Ну, у нас есть такая, значит, система, мы все время должны отмечать, где мы находимся. И они могут прийти в любое время тебя проверить. Ну, вот меня утром рано разбудили. Все, я сдала там пробу, все. Они пришли прямо домой к тебе? Да, домой приходят. Ты такой... Маска была? Да, я тоже в маске, мы все в масках. Вот. И она уходит и говорит такая: ну ладно, типа, ну ты же все равно сейчас ничем не занимаешься. И как-то так мне. Я такая думаю, офигеть. А это как бы, ну это как такое базовое упражнение, да, получается? Это вообще, да, это Вот если- передвижение самое. Вот прям. если там маленькие девочки, там мальчики приходят, с этого начинают, да? Да, Вот, да. вот с этих. Да. Прикольно. Но мы их тоже выполняем для того, чтобы, потому что мы должны Ну, работать. ну с да, это же ногами. ваш как бы хлеб, вот Да, это да, движение, да. да? Давай, 2 назад, 1 вперед. У меня ломается Больше мозг. похож на балерину, чем на фехтовальщика. Это так правильно. А на кого я Да. похож? На балерину. Фехтовальщикам есть шанс найти партнера себе не из фехтования? Как бы Да. У тебя тоже же, ну, Да, не, на самом деле есть. У нас как много фехтовальных пар в фехтовальном мире, так много и не фехтовальных пар. У вы нас- много обсуждаете вообще фехтование дома? Там, я не Да. знаю, может, можете вместе Да. посмотреть какой-нибудь бой? Да. Ну, в общем, да, мы Ну, любим. какой-нибудь пример вашего совместного проведения, когда вы общаетесь на тему фехтования или смотрите фехтование? Можем вот там суббота, мы знаем, что проходит Кубок мира по сабле, и мы знаем, что там кто-то вот фехтует, мы включаем и смотрим. Ну прям, да, можем смотреть. Романтические субботние вечера в Америке. Да. Ну, там не то, что, наверное, мы прям будем сидеть вот так вот смотреть, как он смотрит футбол, тогда, когда все должны просто вот по струнке ходить. Но мы там, допустим, не знаю, там кушаем, и там вот он фоном у нас есть. Или если это какой-то прям очень интересный бой, ну там, я не знаю, там финал какой-нибудь или, ну... Я думал, что если финал, то вы там участвуете, как бы. Ну, по другому виду оружия. Не, мы больны в какой-то степени на фехтовании, потому что мы говорим очень много про фехтование, обсуждаем и ругаемся, и доходило до такого, что мы можем прям вот, ну там, мы сидим и такие, а теперь нет, мы там не согласны, взяли шпаги, он мне что-то объясняет, я ему говорю, нет, вот так, то есть мы, ну, как наглядно. Так, ну вы живете в Милане, он любит футбол. Да. Ты, наверное, за какую команду болеет? Лацио. За Лацио. Так он сам не из Милана, получается. Он не из Милана, но он не из Лацио. Понятно, ладно. Это так, интересный инсайт в жизни Рики. А ты сама другими видами спорта как бы интересуешься? Я не знаю, мне не говорю про футбол. Я ему назло болею за Ювентус. Да, опять. Он говорит, за этот кулачок он обидится. Давай сделаем шаг-выпад. Ну давай, покажи, Выпад что ты думаешь. уже умеешь тоже делать. Делаешь шаг и потом выпад.
Ну, типа, Открываешься назад. Так, коленочка прямая. Так, подожди, и не, назад. надо... Не, мы идеалисты, мы хотим правильно сделать, да? Сейчас я посмотрю, как этот идеалист идеальными выпадами пойдет до конца. Ну, никак не пойдет. Выпад. Так, обратно. Хорошо, отлично. Пластичность какая. Ну так, 30 лет уже. Знаешь, жизнь только начинается в 30. Попробуй налево. Ну это же вообще разрыв мозга. Подожди, как? Просто сделай там, не знаю, шаг, выпад. Подожди. Но у него, если честно, одинаково. Одинаково фигово. Ну, в общем, давно, 10 лет точно прошло. Ну, около 10. У меня была тогда машина BMW, старая такая, ужасно старая, 316 Ti, такая была компакт. И я вот ее только купила, и мне нужно было сделать ТО. Вообще понятия не имела, как оно делается. Вот просто вообще ничего. Вот блондинка вот такая с этой машиной. Мне мужчина говорит, ну вот оставь здесь машину, припаркуйся здесь. Я говорю, ну хорошо. Припарковалась. Он такой... я ее заглушила, поставила на первую передачу, мануальную. Он такой приходит, завел ее, такой раз на ручник. Я говорю, у нее ручник не работает. Говорю ему. Он такой на меня смотрит, такой... Ну ладно. Наверное, он уже ее, может быть, завез, там, вышел, такой, начал смотреть, такой, а у вас, говорит, лампочки задние, подсветка номера не работает. Я говорю, да я знаю, они сгнили, просто там... Просто дождь был. Он такой на меня смотрит, молчит, такой, начинает там ходить вокруг нее, там еще что-то посмотрел, а у вас тут мотор... она еще не завелась с первого раза. Или она не завелась... Человек на техосмотр. Да, или у нее фара сразу не загорела, я не помню. И я такая говорю, да не сейчас, контакты, нормально, все, говорю, сейчас загорит. В общем, он походил, ко мне подходит, такой говорит, меня вам кто-то посоветовал? Я такая, да, не знаю вообще этого человека. Короче, оказалось, что он меня узнал, что я фехтованием занимаюсь. Он такой, ну, типа, все нормально. Короче, поставил мне техосмотр. Но больше Только так за никогда счет не этого, делала. да? Любимые упражнения нашего старшего тренера. Так, Короче, я буду двигаться, а ты будешь двигаться со мной в боевой стойке. Это что значит? Ну, то есть вставай в боевую стойку, Ага. и я, допустим, иду назад, ты идешь за мной в боевой стойке. Так. И ты должен двигаться. Уходи. Ну ты идешь на меня? Да. Так. Хорошо. Я чуть дальше стану, подожди. Давай. Ну да, то мы просто лбами встретимся. Так. Когда я подниму правую руку, ты сделаешь выпад. Окей. Так что не поднимаешь-то? Ну ты какую-то руку поднял. Молодец. Иван, вы какой-то паралимпиец. Почему ты со мной на «вы»? О, ничего себе, вот это взрыв. Так, а когда пошла уже там вторая минута, Ну да, уже я сдох. Когда пошла вторая минута, я сдох. можно добавить прыжки. Так, о прыжках мы Ну, вообще не это говорили. Вот так. Ну, Что как это бы значит? ты скачками передвигаешься. Ну об этом мы вообще не говорили. Ну, сейчас поговорим. Так, Подожди, ну ладно, давай. ну просто попробуй на месте. Ну, и Это попробуй. как, знаешь, что мне там напоминает? Как Mortal Kombat игра перед боем. Да, как Ну. бокс, на самом деле, похоже. Так, Да блин. Я же по тебе... молодец. Представляете, она сейчас издевается просто. Давай, ладно, последние 3. 3 чего? Часа? Молодец. Давай. Финал. Финал чемпионата мира. Да. Вот она. Вот она решающая. Надо... Так, 14-14. И вот он, победный. Выпад еще нет. Сейчас. Я жду свои шансы просто. Давай, готов? Да. Ты готов? Давай.
Специально для зрителей шоу «Балабол» на канале БЦ Прибалтика блиц-опрос для Эрики Кирпу. Я буду задавать коротко, отвечать можно не коротко. Окей. Назови 3 лучших фехтовальщиц в мире прямо сейчас. Бранза, Колобова, Фиаминго. Из каких-то стран? Румыния, Россия, Италия. Италия или Эстония? Италия или Почему Эстония. Италия? Первый был Италия. Почему Италия? Потому что на данный момент я живу в Италии. Но и поэтому на данный момент я выбираю для себя. Но я очень люблю Эстонию. И в последнее время я прям чувствую, что очень люблю. Через 5 вернешься? И я прям такая думаю, а может, ну, не знаю, не загадывай, никогда ничего неизвестно, что там будет, но Эстонию люблю, прям вот люблю. Эстонию любят, но первым ответила Италия. Женщины. Следующий вопрос. Паста или пицца? Паста. Почему паста? Ее как-то больше, мне кажется, она может такая быть. Больше пицца. Я просто на диете. Так, Лацио или Ювентус? Ювентус. Из-за принципов. Из-за Рональдо. Классно. 3 вещи, которые Эрика Кирпу сделает сразу после окончания карьеры. Вариантов нет? Сейчас такие сверчки, знаешь? Нет, я хотела, как такой первый у меня ответ, родить ребенка, но в принципе можно в промежутке успеть. У нас тут некоторые вообще в один сезон вернулись обратно. Что я сделаю? Ну, ты хотела бы стать матерью, да? Как бы есть просто, которые Да. карьера и карьера. Не-не-не, мы просто живем от Олимпиады до Олимпиады. На каком языке будет ребенок разговаривать? На нескольких. На итальянском, на русском, на эстонском? Да пусть говорит, что это хорошо. Ну, Ладно. пример не по теме, может быть, но собака полиглот, понимает на разных языках. Ребенок тем более должен понимать. Собака Эрики разговаривает на больших языках, чем я. А еще 2 вещи, может, и вообще сейчас Еще 2 вещи. Не входит. Я бы хотела работать. Я почему-то себе представляю, что я вот прям работаю, что-то связанное со спортом, но где я не физически вот так вот не участвую. Ну, то есть, где не я спортсмен. Ну, типа вот как шоу «Балабол», да? Да, или, может быть, я какой-то спортивный менеджер. Ну, то есть, и прям я хочу посвящать вот все это время работе. То есть я вот прям какая-то такая бизнес-вумен, я не знаю, прям чем-то я там занимаюсь. И я уже не спортсмен, то есть это в прошлом, но я вот этот свой опыт, свои знания я использую и кому-то там помогаю, вкладываю во что-то будущее. Так, стать матерью, стать бизнес-вумен, 3-я вещь. Может быть, где-то побывать? Я вот тоже подумала, я хочу побывать очень на Мальдивах, банально. Ну, прям это моя мечта. И на Мальдивах. А почему нет? А почему после карьеры столько ждать? Пускай тогда будет Австралия. Вот после карьеры в Австралию поедем, чтобы подольше. Мы это проверим потом. Последний вопрос. Если бы ты была на моем месте, хотя ты уже была на моем месте на самом деле, и вела бы спортивное шоу, о ком или о чем ты бы сделала? Я бы сделала, вот, ну, не знаю, знаешь ты или нет, есть такая спортсменка, саблистка, фехтовальщица Яна Егорян. Не знаю, она очень интересная. 2-кратная олимпийская чемпионка. В Рио обе медали она завоевала. Она на год младше меня. Она очень интересная личность. Вот просто как персонаж она очень интересная. Она про себя всегда говорит, что она режима не придерживается, что она может ночью встать, и если она хочет есть, она пойдет съест колбасы. Что она такая очень публичная, она там на всяких тусовках в России, она из России. Там тусовки, не тусовки. То есть она такая... Но на дорожке она вот боец. И своего не отдаст. Вот она просто интересная. О ней бы я поговорила, ну, то есть или с ней, или о ней там вот сделала бы передачу. Не потому, что она как пример вот там для подражания, а просто потому, что она такой необычный С ней было бы интересно. Но может быть специальный выпуск для шоу «Балабол» от Эрики Кирпу? Мы так намекаем сейчас. Мне сейчас уже стало интересно. Эрике Кирпу хорошо платят в Швейцарии. Шучу. Плохо, что ли? Это фотка 2016 года, когда я выиграла Кубок мира в Италии, кстати.
Вот тогда я Вот так, фотка нарисована на кружке. да, победно так вскинула руки вверх. И мне она очень нравится. Она как-то, не знаю, мне бы хотелось... Вот я на нее смотрю, и мне вот так вот хочется. Она меня мотивирует. Если и бы ты была фанаткой Эрики Кирпу, тебе я бы хотела такую кружку. Да. Если у вас есть вопрос к Эрике, пишите в комментариях под этим видео вопрос Эрике. И самый лучший вопрос, во-первых, ты ответишь на него, это раз. А во-вторых, автору самого лучшего вопроса мы подарим вот такую вот кружку. Я хочу вам сказать, что вы молодцы, что вы делаете такие крутые проекты, потому что мы с тобой разговаривали, я тебе сказала, я за такими проектами слежу, но больше за российскими, на русском языке. Ну вот, может быть, теперь первый прибалтийский проект, за которым начнет следить Эрика Кирпо. Это уже о многом говорит. Нет, я желаю вам удачи, потому что это очень круто. Молодцы. Спасибо, спасибо. Это была Эрика Кирпо, одна из лучших фехтовальщиц в мире, 100%. Это был Иван, один из лучших балаболов в мире. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать вот такие вот классные видео. До новых встреч, пока-пока.